Друзья, представьте себе простое блюдо, которое родилось из скромных ингредиентов и стало настоящей легендой ближневосточной кухни. Блюдо, которое мы готовим сегодня, называется маджадра. Маджадра – это ароматное сочетание риса, чечевицы и карамелизированного лука. Но за этой простотой скрывается история, культура и невероятный вкус. История блюда маджадра – одно из самых древних блюд Ближнего Востока. Его готовят в Ливане, в Сирии, в Иордании, в Израиле и многих других странах. Историки еды говорят, что этому блюду больше 1000 лет. Оно упоминается в арабских кулинарных книгах 7 века. Тогда его называли едой мудрецов, потому что оно простое, питательное и очень умное с точки зрения баланса белков и углеводов. Когда-то маджадру ели в основном простые люди – крестьяне, торговцы. Но со временем она стала любимицей ресторанных и домашних кухонь. И знаете почему? Потому что иногда самая простая еда – самая гениальная. На первый взгляд все кажется слишком простым. Ну что там, рис, чечевица, лук, оливковое масло. Кстати, рис я заменил бургуль. Заменил его бургулем, крупным бургулем. Я его замочил в воде на 20 минут перед приготовлением. Настоящая душа маджадры – это лук. Лук нужно горы. Горы золотистого лука обжариваем в оливковом масле. Когда жарится лук, на площадке, вообще в доме такой запах стоит, что кажется, что настоящая алхимия. Он становится сладким, ореховым, глубоким по вкусу. И вот в именно этот момент кухня начинает пахнуть так, что все соседи сбегают и спрашивают: что такого серьезного вы готовите сегодня на ужин? У маджадры есть много разных разновидностей этого блюда. Несколько разных версий. Ливанская, сирийская, иорданская, израильская. Ливанская версия с большим количеством риса и золотистого лука. Сирийская версия иногда добавляет кумин и кориандр. Кстати, я добавил кумин, и это залог вкусного маджадра. А израильская маджадра стала практически национальной классикой. Ее подают рядом с кебабом, с рыбой, с курицей, можно с просто йогуртом. Кстати, йогурт идеально для завтрака. И вот здесь происходит настоящее волшебство. Горячий рис, мягкая чечевица, сладкий хрустящий лук и холодный йогурт. Контраст температур, текстуру делает каждый кусочек идеально. Маджадра – это удивительный пример кулинарной математики вкуса. Чечевица дает плотность и ореховый вкус. Рис или бургуль – мягкость. Лук – сладость и карамель. Специи – тепло и аромат. В результате получается блюдо, где каждый ингредиент усиливает другой. Это как хороший оркестр. Каждый инструмент простой, но вместе они создают симфонию. Настоящие любители подают маджадру именно так. А еще сверху щедрая горсть хрустящего лука. Кстати, лук я буду готовить в Air Fry. Посмотрим, что получится. Друзья, бонус для тех, кто дождался и досмотрел до этого момента. Резюмирую. Мы взяли 2 стакана крупного бургуля. Я его замочил в воде на 20 минут перед приготовлением. 1 стакан черной чечевицы. Берите именно черную. Она крепче, она остается, она не разваливается. Мы взяли 2 лука, нарезали его кубиками, сжарили его в оливковом масле. Все это обжарили. Обжарили лук, обжарили чечевицу, добавили бургуль и залили 2 стаканами воды. Варилось это все 10 минут. Потом убрали с огня, еще 10 минут постояло, настоялось, и у нас готовое блюдо маджадра. Приятного аппетита! Кстати, если вы за здоровую пищу, рекомендую.